Так, это конец 21 года, тогда расформировали ИСПАДу. Мне позвонил ЦЕО Никита, предложил мне работу в академии. Тогда у меня были помимо этого еще офферы, но я подумал, что это будет в дальнейшем неплохой для меня трамплин поработать в академии. Плюс ко всему я получил бы игрока, с которым я работал в ИСПАДе, это Патси. Я согласился и около 3 месяцев работал в академии. Это была топовая СНГ-организация, но при этом в мире она была в среднем, можно так сказать. Я пришел в 22-м, и через 3-4 месяца дотеры выиграли тот самый International, который был самым крупным за всю историю. И после этого стала узнаваемость появляться в организации, такая уже мировая общественность. В работе в академии у тебя понятные задачи. В сравнении с тир-1 командой они абсолютно разные. Тир-1 — это про победы, про кубки. Академия — это задачи каждого игрока вырасти до максимальной его возможности, чтобы он шел дальше. Либо его продали, либо он перешел в основу. В академии скорее я больше учился, набирал какие-то навыки, акцентировали на то, что в дальнейшем мне это поможет с ребятами постарше. Это был интересный проект, он у меня продлился около 5 месяцев. Мы тогда даже на Бласте тир 2-3 турнире заняли 2 место. Для нас это было тогда неожиданностью для всех, и были одной из лучших академий в мире. Мне академия много дала, потому что параллельно, когда я работал в академии, я общался с тренером первого состава, с Колей Цертусом, который мне во многом помогал и подсказывал какие-то вещи, которые, следовательно, меня привели к тем мыслям, которые у меня после этого зародились в голове и помогали в работе. Я общаюсь с Димой, с тренером, касаемо игроков, и узнаю у Никиты, у ЦЕО, какие игроки, какой рост показывают, как они играют, на кого стоит обратить внимание, на кого не стоит. То есть обычный процесс, как в других видах спорта. Не так тесно, наверное, мы общаемся, как, допустим, тренер футбольной команды раз в месяц может прийти посмотреть на молодежную команду. Но при этом мне и проще, потому что я могу открыть стрим, трансляцию, посмотреть, как игра проходит. А то, что мне нужно, я узнаю уже конкретно у людей, которые взаимодействуют с составом. Когда пришел Даня в команду, ему тогда было, по-моему, 14 лет. Он был 6-м игроком. То есть у нас был ростер 6 или даже 7 человек. В одной игре он сыграл за команду Академии, и он тогда сильно провалился. Я на это не обратил внимания, потому что 14 лет цифры на платформе, на которой он тренируется на Фейсте, были высокие. Нужно было время. За первые месяца это было непонятно. В дальнейшем уже, когда он начал за Академию играть, получил другие роли, в том числе и показывал какие-то аномальные цифры, тогда уже начал за ним смотреть и понимал, что это будущее КС, которое нужно будет правильно интегрировать в состав. Никита — человек, который погружен максимально глубоко во все процессы организации состава в том числе. Психология у него на высоком уровне, и он старается контролировать, где-то подсказывать, как стоит сделать. Если мы говорим про игроков, знает, каких он типа личности, у него неплохо получается предполагать по сумме информации, которая у него есть, кто с кем может стакнуться, а кто с кем не стакнется. Поэтому на его мнение я опираюсь, и он мне во многом помогает. С ним у нас частые беседы и диалоги по поводу происходящего внутри состава. Да и в целом мы можем обсуждать какие-то вещи, которые происходят в спорте или в киберспорте. В первую очередь, это профессионализм, потому что дисциплина выросла за года. Стало проще понимать то, что для человека важно для его развития, потому что раньше большинство были самоучками, неоткуда было это черпать. Сейчас это YouTube, сейчас это общие знакомые, большее количество площадок, где можно изучить какие-то навыки, понять какие-то тонкости игровые. В наше время этого не было. Самый менеджмент клуба и деятельность КС, она стала гораздо выше. За здоровьем люди следят более тщательно. То есть выстраивается тренировочный процесс гораздо интенсивнее и продуктивнее, нежели раньше. У тебя большее количество турниров, где можно себя показать. В целом индустрия стала гораздо выше, нежели была в то время. Что касается тайм-аутов, то их можно оценивать через win rate и
как они влияют на последующие действия команды и приносит ли это успех. Вот если взять, допустим, последние турниры, 1,5 месяца, то винрейт подсел. Но при этом, если взять дистанцию еще за 1,5 года, то он выше, наверное, 60%, поэтому я считаю, что это успешная история. Тайм-аут — это 30 секунд моего времени, за которое мне нужно объяснить, что нужно поменять, что было не так, на что нужно обратить внимание, в какой-то степени мотивировать. Поэтому приходится, как рэп зачитать, за 30 секунд все успеть, и при этом правильно расставить интонации, и если брать кого-то лично во внимание, то понимать, кому с какой подачи это сказать. Каждому это индивидуальный подход, ну а если говорить про какой-то план на последующие раунды, то здесь важна интонация, и чтобы в короткий промежуток времени поняли мои слова буквально. У меня много эмоций, много мыслей происходит. Я выбираю что-то тезисно, а дальше уже это идет от себя. То есть заранее я не проговариваю, не прозубриваю какой-то текст у себя в голове. В Рио мы за выход в плей-офф играли с Liquid. Там я поставил за первую сторону 3 тайм-аута, и 3 были успешных. Я понимал, что нужно набрать около 5-7 раундов, не помню, сколько точно мы выиграли. И я чувствовал, что если бы не эти тайм-ауты, то, вероятно, мы бы не набрали этих раундов в атаке. А из каких-то ярких... Шанхай, финал мажора, Space Clan 2-0. Мы проигрываем обидный раунд. И я вижу, исходя из респа и того, как складывалась игра, и того, что Face Clan про нас думает, что будет сейчас оптимально сделать. Я вижу, что команда это не увидела. Я поставил тайм-аут, что редкость является на счете 2-1 поставить его. Тогда я заколил Дани как раз сделать агрессию. Он дал 2 фрага, и у Фейс сломалась экономика, и впоследствии мы вели, по-моему, 6-1. Касаемо подхода к Дани и вот этой истории, что вокруг него огромное количество внимания, и все свалилось очень быстро. То есть он пришел в академию, спустя полгода показывал невероятные цифры. Перешел в первый состав, сразу победа. В первый же свой год он топ-1 ХЛТВ рейтинга. Важно вкладывать правильные мысли, и чтобы его окружали правильные люди. Как пока показывает практика, мне кажется, все люди, которые его окружают внутри организации, делают все правильно. Потому что это оценить можно только через его рост, его результат, который на ХЛТВ он топ-1 занял, плюс команду он выиграл, грубо говоря, требл, если говорить, готовится к мажор. Я не вижу, чтобы человек в чем-то портился. Он растет. Его основная проблема была это эмоции. С этим остались вопросы, но если брать дистанцию, то стало гораздо проще. С точки зрения макроигры, если смотреть, то тот Дани, который был год назад и год сейчас, это совершенно другой игрок. И в плане коммуникации внутри игры он тоже общается гораздо качественнее, и подача, и прием информации у него стали лучше. Каких-то особенностей нет, при этом есть понимание, что нужен своего рода контроль и видение его как личности, чтобы его не штормило. Ситуация, если, допустим, у Дани появился бы человек, который на него пагубно влияет, его нельзя взять за руку и сказать «нет, не общайся с ним». Но ему можно донести, чтобы он сам об этом задумался. То есть посеять мысль в его голове, что это может повлиять деструктивно на его карьеру, а мы желаем ему только добра. Трансляция правильных ценностей, показ через примеры успешных кейсов того, на кого стоит обращать внимание, при этом помнить, чтобы он оставался собой. Хорошо понимает, что такое хорошо, что плохо. Ему не надо 2 раза объяснять, что не нужно делать какие-то вещи, которые пагубно влияют на его жизнь. Он хороший, воспитанный парень из, в моем понимании, правильной семьи, и у него достойное окружение. Первое количество времени я сразу понимал, что нельзя все делать резко. Он должен постепенно, органично прийти к тому, чтобы становиться игроком высочайшего уровня. То есть если бы со старту, допустим, я внутри игры от него требовал, чтобы он и хорошо коммуницировал, и хорошо играл по макро, его индивидуальность, она бы просела. И у него появлялось бы больше сомнений в голове, что, я думаю, плохо. Ну, первый критерий — это профессиональные навыки, но и недалеко история с тем, какой человек. То есть во время разговора с людьми ты за какую-то дистанцию можешь понять, обманывали тебя или нет. Это важно. А насколько человек глубоко профессионален, адаптивен к тому, что от него будет требоваться. Безусловно, я думаю, что для Никиты важная часть при отборе людей — это то, насколько человек будет расти, и когда он остановится. Если потолка роста нет, я думаю, для него в выборе это будет лучший вариант. Вообще, если человек будет прям хуёвым, откровенно говоря, который будет подлым, на которого нельзя положиться, он в организации не будет. Ну, из того, что я вижу и понимаю.
Как мне кажется, если про ценности говорить, то нас ребята на турнире не одевают дорогие вещи, потому что все понимают, что мы едем играть. Мы довольно нейтральные в медиаполе. Можно найти немного, наверное, каких-то резких высказываний о ком-то. Мы не полоскаем говно по трубу. Вот это основное. По поводу своего бана в 2022 году, это был первый мейджор, на который я отобрался. ESIC — это компания, которая занимается вылавливанием нечестных игроков и тренеров и прочих людей в киберспорте, имела видеозапись с моим багом больше года. Но сделали они это за 3 дня до мажора, когда ростер лог. Это довольно подло было. И по моменту, который там был, понятно было, что я ничего плохого не сделал. То есть я повисел на камере, перезашел, тут же не понял, что это произошло. И спустя год, я помню, мне Никита задавал несколько раз вопрос, не было ли у тебя этого бага. И я его не помнил. Я думал, что у меня действительно не было. Когда меня забанили, для меня это был шок. Я приехал к Никите, он мне сказал, что клуб связался с ESIC. Они сказали о том, что если я соглашусь в том, что я провинился, то мне скостят срок на полгода. А суммарно говорили, что меня забанят на год. Он сказал, твое право, можешь выбирать либо скосить, либо полный год, и мы будем бороться через адвоката, что тебя оправдают. И я отказался. В моем понимании несправедливость была, и было приятно, что клуб поддерживал. Тогда, помню, ребята на мажоре, до которого мы дошли до полуфинала, а в кружке кричали не Team Spirit, а за Серегу. Это я прям сидел, думаю, прикольно. Там скорее только смешно все это выглядело, что они на письма отвечали по 2 месяца, и в момент, когда у меня должен был пройти бан, но об этом не оповестили. Был турнир тогда, EPL, и мы не понимали, еду я на него или нет. Вроде бан не сняли. И за 2 дня до EPL говорят, да, его месяц назад еще раз банили. То есть я мог еще на турнир до этого полететь. Ну, вот так они работают. Я стараюсь следить за всеми успехами. В первую очередь это Dota. Сейчас где-то вижу мобильный гейминг, то, что выигрывает. Ты ощущаешь свою причастность к клубу, когда происходит какой-то успех. И мне импонирует вся история, которую делает клуб. В медиапространстве особенно, потому что я считаю, что в СНГ точно нет людей, которые делают что-то близко даже на уровне Spirit. Допустим, анонсы какого-то прихода игрока, каких-то изменений в клубе, ответ касаемо какой-то ситуации. Все настолько логично, в моем понимании, опять же, в моем мире, правильно, что мне импонирует эта история. В киберспорте человек в среднем попадает в профессиональную команду в 17-18 лет. Это время, когда игрок не прожил еще определенное количество жизненных моментов и игровых моментов, с которыми ему будет не просто справиться самому. И если у тебя есть такой человек, как психолог или СЕО, или тренер, который будет в этом помогать, это упрощает работу игрока. Плюс ко всему, нахождение психолога на турнире помогает разгрузиться после каких-то тяжелых моментов, либо правильно подойти к какой-то победе. Ну, допустим, ты в полуфинале, ты играешь против команды, которую ты не обыгрывал на протяжении долгого количества времени. Но у тебя после этого финал. И психолог поможет тебе после победы в полуфинале правильно настроить свои мысли на то, чтобы качественно восстановиться и подойти к финалу, не думая, что ты в полуфинале обыграл команду, и это был для тебя финал. По поводу подхода к каждому индивидуальному игроку у нас есть история в том, что мы обсуждаем вдвоем, в какой тайминг, как это лучше сделать. Я даю свои рекомендации. То, как он это уже делает, это то, как он видит, это его деятельность. То есть у нас идет диалог, о нем знает еще Никита, и мы продумаем о том, как влиять на каждого индивидуально и на команду в целом. Придя в академию, наша коммуникация происходила в формате созвониться раз в пару недель и обсудить рост игроков в первую очередь. Когда я перешел вторым тренером и впоследствии стал первым, мы стали взаимодействовать гораздо больше. Я всегда восхищался глубиной мысли этого человека. И то, насколько он понимает психологию людей, его любимое слово «расставить вилки», с помощью своих предположений предсказывать будущее. Ну, то есть мы с ним садимся, обсуждаем, к чему может привести то или иное решение. Как правило, в большинстве случаев так и происходит. Тебе нужен какой-то совет, либо ему нужно для тебя подобрать слова. Ему настолько это просто дается, что ощущение ему даже не надо об этом задумываться. Это очень просто и органично происходит, и меня это восхищает. Когда мы обсуждаем какие-то детальные моменты проблем, либо развития команды, либо стратегические истории вперед в полгода, год. Всегда такое уникальное погружение
в процесс. Эта беседа может длиться часами, при том, что воды там процентов 20-30. И вообще это один из тех людей, который сильно повлиял на мою жизнь и на то, как я воспринимаю мир и как я отношусь к каким-то тяжелым моментам в жизни. То есть у меня есть 2 человека, с которыми я могу поделиться. Это моя девушка и Никита. Это для меня суперценно. Он меня правильно направлял в том, в чем нужно расти. При том, что его критика очень тонко подобрана конкретно под меня, потому что он знает, какие вещи стоит говорить, а какие не стоит. Если те вещи, которые не стоит, он завернет так, что я это пойму. И над этим буду думать. Повлиял как на профессиональную карьеру в жизни, так и на то, какие решения принимаю, в том числе даже в быту и какие-то личного характера. То есть у меня всегда есть на все свое мнение, но при этом мне важно выслушать, что он думает на эту тему. Он в моей голове может порождать мысли, которые иногда приводят к каким-то решениям. Я просто начал смотреть на многие вещи глубже и с более тонким анализом, при этом не забивая свою голову какой-то водой. В целом у меня ощущение, что он родился умным, прям с пеленок. У него просто получается и при этом точечно отвечать и логично на поставленный вопрос. Если говорить про внутриигровые моменты, то последнее слово всегда за мной. При этом у меня подход, что я слушаю каждую сторону. Если, допустим, у ребят внутри игры они не могут к чему-то общему прийти, я даю возможность им подискутировать. И потому что в моем понимании, чтобы команда была успешна, в ней должны быть собраны единомышленники, а это выявляется тем, что люди между собой должны большее количество времени обсуждать тяжелых ситуаций и приходить к чему-то. Если у них это не получается, слово за мной. Если общеигровую структуру смотреть, то она идет от меня. При том, что я с Леней на двоих, бывает с остальными ребятами, обсуждать какие-то детали, я считаю это нужным. При этом игрок может прийти и сказать: я хочу вот это. Я не против попробовать и посмотреть, к чему это приведет. Если говорим о каких-то заменах и изменениях в тренировочном процессе, то мы советуемся с Никитой. Он может говорить свои мысли, я говорю свои. Но если, предположим, он скажет: я хочу взять этого игрока, я скажу: нет, мы его не возьмем. Как мне кажется, я могу напрямую повлиять, кого взять, допустим, в команду. Но он мне аргументированно скажет, почему это лучше не делать. Период после невыхода на парижский мейджор, тогда мы формировали состав, и я был за другое решение, единственное. А с нами еще тогда принимал в обсуждении Леня и Никита. Они были другого мнения. Ну, где-то мы часа 3 это решали. В итоге я согласился с ними. Ну, как дистанция показала, это было правильно. Если мы говорим о том, что о химии внутриигровой, то здесь понятно, как сделать. Тебе нужно постараться создать такую среду, в которой так или иначе каждому будет комфортно. При этом прививать им компромиссную историю, потому что когда у тебя 4 эгоцентрика, тебе в любом случае это вынужден делать. Добавление чего-то нового в игру всегда добавляет интереса. Так же, как и с новыми проблемами интереснее работать, чем со старыми. В этом коллективе есть ребята, которые прикольно шутят, и уместно. Это создает общий такой позитив, на котором ты можешь двигаться определенное количество времени. Если говорить об общих интересах, то мы можем пообсуждать кино, можем пообсуждать спорт. Это точки соприкосновения. В последнее время, опять же, могу сказать, что мы чаще проводим время на турнирах с друг другом. До этого полугодия не было такого, чтобы мы вместе ходили на обед, вместе на ужин. Это было гораздо реже. Этот коллектив вообще непростой в плане поведения. Но сейчас на фоне побед и у нас хороший микроклимат, поэтому такими вопросами мы не задаемся. Посмотрим, как это будет со временем и что получится из этого слепить. Я ничего не понимаю в доте, я только слушаю, что говорили ребята. Я тогда был вторым тренером основного состава. Мы были на буткемпе в Москве и смотрели тот матч. И эмоции были, как будто ты сам играешь. И искренняя радость за ребят, и ощущение какого-то общего успеха. Это было приятное впечатление и воспоминание. Следующее полугодие начало говорить о том, что эта победа принесло общую известность организации. Уже начали приглашать на федеральные каналы. Паблики все выросли, в том числе и про КС. Но тот период времени был забавный, потому что дотеры выигрывают все, КСеры ничего. Дотеры у вас отцы, а КСеры примерно 80% инфополя, которые в соцсетях Spirit, они про то, что давайте КСеры выигрывайте как дотеры.
Вот. Все равно в голове как-то немного откладывал. Первая победа на Катовице, она была неожиданной, непредсказуемой, вопреки. Мы приехали туда, потренировавшись 2 недели. У нас приехало 2 игрока, которые дорвались до ланов, это Мирослав и Даня. Даня этого жаждал, всех разорвать на лане. Не было абсолютно никаких ожиданий. Мы играли, нам было по кайфу, поэтому все абсолютно получалось. Что бы мы ни делали, все работало безупречно, идеально. И у меня тогда турнир был такой, что я писал любой геймплан, и как будто я насквозь видел наперед, что будет происходить. Я угадывал каждую пистолетку, куда пойдет враг, какой сетап сделать, чтобы их переиграть. Турнир, который мы проводили тщательную работу с какими-то уже ожиданиями, когда мы уже повыигрывали. Это период перед Сингапуром, подготовка к шанхайскому мейджору. Мы многое что изменили в тренировочном плане внутри игры. Мы приехали тогда в Китай, это был месяц, проведенный там. Мы оказались в ситуации на отборочном мейджор в 1-2, и тогда было не 8 слотов, а 7. И нам нужно было выиграть 3 игры в ряд. У нас получилось выиграть. Я помню, когда мы проиграли G2, обидный матч на овертаймах, и упали в сетку 1-2, мы с Леней тогда, и Дима там тоже участвовал, друг другу написали, что если мы выйдем из группы, мы выиграем мажор. В итоге, как в кино все произошло. То количество работы, которое мы там провели, это было потрясающе, потому что мы 2 недели отыграли отборочный к мейджору, дальше стадия перед плей-оффом, у меня 38, у Лёни 38, мы проигрываем первую игру 13-5, выходим 3-1. У нас есть какое-то время подготовиться к плей-офф, и когда ты уже 20 дней провел в плотном графике в отеле, переболевший, у тебя начинает появляться дополнительная раздражительность от всего происходящего. Получилось сплотиться вокруг одной общей истории, иногда так работает, что нам всем не нравится здесь находиться, мы все от этого устали, но мы приехали сюда побеждать, и мы должны все для этого сделать. И я понимал, что если мы сейчас так продолжим, все будет в наших руках, чтобы поднять титул. И так и произошло. Первая — это победа на International. Дала огромный буст всей организации и в целом киберспорту в СНГ. Немного будет предвзят, но в моем понимании это приход Димы. Я именно мечтал о том, чтобы у нас появился снайпер, который хорошо коммуницирует и влияет на то, как двигается карта в середине раунда. А третье — это шанхайский мейджор. Касаемо общения с другими людьми из организации, то тесного контакта с кем-то у меня нету. Могу приехать в дом, поиграть в настольные игры или в преферанс с Никитой, с Русланой. Можем собраться раз какое-то количество времени, еще Саша психолог, Леня, поиграть в покер. Какие-то пересечения на турнирах, допустим, на ИВЦ, там несколько дисциплин одновременно играет, мы можем перекинуться там фразами, пообщаться. Сумма правильных принятых решений на дистанции, на которые в первую очередь влияла Никита. То есть мы пирамиду представим, то это Никита. Он приглашал правильных и нужных людей в правильный период времени, с которыми работали еще люди, и которые влияли на них. То есть вся пирамида с головы, она построилась правильно. Работа в Spirit изменила меня с точки зрения восприятия мира, в первую очередь. То есть успех, который ко мне пришел, я к нему правильно, наверное, отношусь. Если взять меня 3-4 года назад и представить, что это все свалилось, мне было бы сложно переживать, если бы со мной не было тех людей, с которыми я сейчас коммуницирую. Самодисциплина точно выражается. То есть у меня получается жить с таким девизом: если я что-то говорю, я это делаю. Раньше с этим было гораздо сложнее. Я начал больше следить за своим здоровьем. Какое-то ощущение единства, наверное. Я понимаю, что я не один, и за спиной есть клуб, который меня всегда поддерживает.
У Никиты есть такая отсечка в голове, что если он выиграет 50 титулов, он возьмет паузу или пойдет на пенсию. Вот я рассчитываю на то, что за эти 10 лет выиграется больше 50 кубков, и он сможет поехать рыбачить в Черногорию спокойно. Отойти от дела полностью не получится, он точно не переключится. Вот. Но на какой-то период времени, я думаю, да. Ну, если не тренер, мне всегда нравится то, где есть спортивный интерес и азарт, логика и анализ каких-то вещей. Ну, интересно было бы что-то связанное с менеджментом в киберспорте, с аналитикой, возможно, со стримами. И если бы чудо благословило моей жизни, то попробую себя в каком-нибудь футболе в истории. Я понимаю, что дистанцию в 10 лет в киберспорте выдать очень сложно. Я предполагаю, что в какой-то период времени будут паузы, возможно, вообще без КС. Не знаю, на сколько времени. Может быть, на месяц, может быть, на полгода, чтобы восстановиться именно в ментальном плане в первую очередь. Надеюсь, что у меня получится, чтобы у меня было больше всего кубков, нежели у других тренеров, чтобы те люди, в которых я что-то вкладывал, достигали того, чего они сами захотят, и быть хорошим семьянином.